Немецкие войска на границе с Белоруссией, как российские боты пользуются потопом в Польше, и США передает дальнобойное оружие Украине. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Попыток пересечь государственную границу Польши со стороны Беларуси становится все больше. Ситуация серьезная. В последние недели усилился напор на границу. Израиль на пороге полномасштабной войны. Что может предотвратить сухопутное вторжение в Ливан? В конце концов, им придется снова отступить, и тогда, очевидно, Хизбалла сможет вернуться. Министр обороны Германии предлагает вернуть воинскую повинность. Германия, как и многие другие страны, приостановила призыв в армию после окончания Холодной войны. Это было ошибкой. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Россия и Беларусь активизировали кампании по дезинформации во время наводнения в Польше. Министр цифровых технологий Польши Krzysztof Gawkowski сообщил журналистам, что интернет-аккаунты, которые были активны после начала войны России против Украины, были восстановлены и начали распространять ложную информацию теперь на другую тему. В частности, распространялись фейковые новости о скором подрыве наводнительных дамб, бездействии правительства и отсутствии помощи пострадавшим от наводнения, отсутствии какой-либо безвозмездной поддержки. В первые дни этих кризисов, этих наводнений, дезинформация в интернете со стороны белорусских и российских служб увеличилась на 300%. Интернет-аккаунты, которые раньше использовались с начала войны в Украине, когда Россия напала на Украину, были активизированы. Они начали предоставлять такую информацию, что насыпи не выдержат, что правительство ничего не делает, что не будет никаких денег. И в первую очередь адреса были за пределами нашей страны. В этой ситуации были приняты оперативные меры в отношении операторов связи. Мы удалили информацию, прямо противоречащую тому, что происходит в Польше, на которую службы, полиция и НАСК указывали как на неправду. И те, которые были смешанными, потому что нам также пришлось столкнуться с тем, что некоторая информация подавалась по информации от польских СМИ, а в середине этой информации была ложная информация, то есть такая компиляция, правдивая и ложная информация, классические фейковые новости. Отвечая на вопрос, видит ли он связь между мнением и дезинформацией, Gawkowski сказал журналистам, что, цитирую, «в Польше никто не будет задержан за выражение своего мнения». Конец цитаты. Но добавил, что необходимо противодействовать целенаправленной дезинформации и запугиванию в интернете, удаляя такой контент и наказывая виновных. На границе между Белоруссией и Польшей зафиксирован рост числа мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косiniak-Kamysz. По его словам, с начала сентября польские пограничники зафиксировали около 2500 попыток пересечь границу нелегально, а за весь 2024 год таких попыток было порядка 26 тысяч. Столько же, сколько за весь 2023 год, при том, что до конца этого года текущего осталось еще более 3 месяцев. Kosiniak-Kamysz отметил, что в этом году ситуация на границе стала значительно сложнее и увеличилось давление со стороны группировок, которые проявляют агрессию по отношению к польским солдатам и офицерам. Ситуация серьезная. В последние недели усилился напор на границу. После июля и августа, которые были относительно спокойными месяцами, сентябрь принес рост числа нелегальных пограничных пересечений. В сентябре было зарегистрировано более 2500 попыток незаконного пересечения границы, а за последние 9 месяцев более 26 тысяч. Это столько же, сколько и за весь 2023 год. Ранее замминистра иностранных дел Польши Andrzej Szejna озвучил 3 условия для улучшения отношений с Беларусью: прекращение гибридных атак на границе, освобождение Анджея Почобута и выдача подозреваемого в убийстве польского солдата. Министр иностранных дел Радослав Сикорский добавил, что Польша оставляет за собой право при необходимости полностью остановить пограничное движение.
Байден подтвердил передачу Украине крылатых дальнобойных авиабомб в рамках пакета военной помощи на сумму почти 8 миллиардов долларов. Президент США поручил Пентагону использовать все оставшиеся средства в рамках инициативы безопасности, помощи Киеву до конца его срока полномочий, поскольку действие полномочий истекает в октябре, а Конгресс не продлил финансирование. Я также санкционировал 5,5 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы гарантировать, что эти полномочия не закончатся, и чтобы моя администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы. В пакет помощи от США также войдут средства противовоздушной обороны, беспилотные авиационные системы, боеприпасы класса «Воздух-Земля», боеприпасы большой дальности Joint Stand-Off Weapon, дополнительная батарея противовоздушной обороны ПВО Patriot и ракеты к ней. Правда, о большой дальности тут не стоит говорить не 300 и даже не 500 километров, а на 130 при запуске с большой высоты и с малой на 22 километра эти бомбы летят. Но, тем не менее, они смогут запускаться с F-16, подготовку пилотов, которым тоже дополнительно пообещал президент США. В Германии предлагают изменить систему призыва, точнее, вернуть обязательную воинскую повинность. Такую мысль снова высказал министр обороны страны во время выступления в Литовском Сейме. Мне не нужно говорить вам, насколько нападение России на Украину увеличило угрозу европейской безопасности. В течение многих лет вам приходилось иметь дело с непосредственной страшной угрозой со стороны России и Беларуси. В 2014 году мы все проснулись от того, что Россия напала на Крым. Но вместо того, чтобы отреагировать на этот сигнал тревоги, как это сделали вы, многие другие, включая нас, отвернулись и нажали кнопку «Дремать». Германия, как и многие другие страны, приостановила призыв в армию после окончания Холодной войны. Это было ошибкой. Времена изменились. Германии необходимо ввести новую форму воинской повинности. Только так наша армия сможет одержать победу в условиях войны. Визит совпал с началом процесса ратификации литовским парламентом двустороннего соглашения о развертывании бригады, подписанного Литвой и Германией несколько недель назад. Первоначальное голосование получило единогласную поддержку, и, по словам министра обороны Литвы, процесс может быть завершен в течение 2 недель. Но сроки ратификации соглашения в немецком Бундестаге остаются пока неясными. В следующем году в Литву должны передислоцироваться 500 человек, которые начнут выполнять свои служебные обязанности в составе бригады. Командование этой бригады уже размещено в Литве, а общая численность военного и гражданского персонала, как ожидается, достигнет 5000 человек. Военный городок площадью 170 гектаров будет расположен на полигоне Руднинкай в 20 километрах от границы с Белоруссией. На этой базе планируется обустроить стрельбища, а также разместить и обслуживать танки и другую военную технику. Тем временем Бундестаг одобрил предложение правительства Германии об увеличении финансирования военной поддержки Украины на сумму около 400 миллионов евро. Израильская армия нанесла новый удар по Бейруту, столице Ливана. Утверждается, что целью удара был командир подразделения БПЛА Хизбаллы. Израильская армия за шаг от вторжения в Ливан. Эксперты в эфире Нехта Лайв предполагали, что Цахал будет пытаться создать буферную зону на территории Ливана, чтобы вернуть своих жителей в северные районы, откуда они были эвакуированы. Но наземное наступление Израиля на Хизбаллу или на Ливан не принесет стратегических результатов, поскольку Хизбаллу невозможно уничтожить в Ливане, заявляет аналитик Reuters. Я думаю, что если идея Цахала состоит в том, чтобы просто захватить территорию и удерживать ее в Южном Ливане, продвигая, вытесняя Хизбаллу физически до реки Литани, то это, по крайней мере, то, чего Израиль может временно достичь, но это ситуация, которую Цахал не сможет поддерживать долго. Поэтому, в конце концов, им придется снова отступить, и тогда, очевидно, Хизбалла сможет вернуться. Так что это операция с большими затратами, которая в лучшем случае, возможно, достигнет оперативных целей, военных целей, но будет далека от достижения каких-либо стратегических целей, потому что Хизбалла не будет вытеснена из Ливана, и Хизбалла не будет уничтожена.
С момента создания в 1982 году Хизбалла превратилась в самое мощное иранское прокси на Ближнем Востоке. США, Франция и союзники призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана и поддержали перемирие в Газе. Но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пока не дал ответа на предложение о перемирии, приказав армии продолжать операцию и подготовку к ней. Приверженцы жесткой линии в его правительстве выступают против прекращения огня. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео. Мы вам за это очень благодарны и призываем не останавливаться на достигнутом. Но если вы смотрите нас из России или Беларуси, то безопасно это можно делать через VPN. Как именно, смотрите в инструкции в прикреплении к этому видео. Не забывайте про лайки, комментарии, подписываться на канал тоже не забывайте. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.